Хороший солдат на поле боя – это основа армии. Без них в принципе невозможно проведение боевых действий. Но современная война – это не только живая сила, а в первую очередь технологии. И ни одно современное военизированное формирование не обходится без военной техники, для обслуживания которой нужны свои специалисты. И чем более компетентными они будут, тем выше шанс, что металлическая громадина, несущая смерть и хаос стан врага, не развалится у вас же под ногами, а винтовка С-14 все так же исправно будет шинковать противника. Есть, как в случае с Ворфилдом, солдаты по призванию, люди, рожденные для битвы. То же самое можно сказать и про Рори Свона. Только рожден он не для битвы, а для того, чтобы копаться в железяках, и в этом деле ему нет равных. Сразу оценив выдающиеся инженерные навыки Рори, Рейнар быстро назначил его главным механиком Гипериона. И сейчас рейдеров даже невозможно представить без старого доброго, но иногда весьма ворчливого Свона. А ведь так было не всегда. Как же этот низкорослый добряк попал к Джиму, какие испытания выпали на его долю и к чему это в итоге привело, мы разберем в этом выпуске. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. У килмарийцев есть поговорка: чем неприветливее выглядит планета, тем больше шансов найти в ее недрах сокровища. Это как раз про Свона. Внешне неотесанный, слегка грубый человек, который на самом деле является одаренным механиком, не уступающим в мастерстве лучшим в секторе инженерам тиранов. Но даже ближайшим друзьям неизвестны все подробности о прошлом Рори, хотя некоторыми деталями он все же поделился. Он родился в семье, входившей в состав технически подкованных шахтеров, и уже в молодости стал разбираться в технике и технологиях лучше, чем кто-либо за всю историю их рода. Свон вырос там, где существование на грани выживания стало нормой. Трудности вынуждали его постоянно проявлять изобретательность, и со временем он, чтобы продержаться на плаву, научился собирать из запчастей от разных механизмов совершенно новые устройства. С таким талантом Свон мог оставить тяжелую жизнь шахтера и получить работу в любой престижной инженерной корпорации. Но вместо этого он решил пойти по стопам своей семьи и заняться горным делом. В итоге, экономя каждый кредит, взяв денег в долг и объединившись с близкими друзьями, Свон реализовал мечту всей своей жизни и основал собственное шахтерское предприятие на отдаленной планете Майнхоф. Да, том самом Майнхофе, который подвергнется массовому заражению Wings of Liberty. Поначалу доходы постоянно росли, но со временем килмарийский синдикат, контролировавший шахтерскую деятельность на этой планете, стал собирать все более и более высокие налоги, из-за чего Рори уже с трудом мог покупать даже товары первой необходимости – еду, воду, лекарства. При этом другие шахты на Майнхофе оставались на удивление прибыльными. Свон, проведя небольшое расследование, выяснил, что ими владеет Тэвиш Кер, сын влиятельного торговца сырьем. Воспользовавшись богатством отца, Кер подкупил килмарийских чиновников, чтобы те наложили на предприятие Свона неподъемное налоговое бремя и вынудили Рори покинуть планету, сделав тем самым Тэвиша монополистом в разработке ее богатых месторождений. Свон и его товарищи подали в синдикат жалобу, но безрезультатно. Очевидно, каждый чиновник, так или иначе связанный с Майнхофом, был подкуплен Тэвишем. Договориться же с сыном торговца было заведомо невозможно. Тэвиш не желал делиться со Своном прибылью, он хотел оставаться монополистом. Опечаленный таким поворотом событий и подталкиваемый чувством тотальной несправедливости, Рори решился на открытый бунт. Свон и его компаньоны, задавленные налогами и неспособные перебить взятки Тэвиша, объявили свою шахту независимой от контроля килмарийского синдиката. Когда тот в ответ послал на захват собственности мятежного предприятия свои войска, Свон и его товарищи приняли бой. Однако расплата оказалась скорой и безжалостной. Килмарийцы жестоко подавили бунт и начали убивать шахтеров. Если бы на планету не прибыл Джим Рейнар со своими рейдерами, все шахтеры могли бы расстаться с жизнью. Последние как раз успели накануне послать сигнал бедствия, в надежде, что кто-нибудь небезразличный его услышит. Так, собственно, случилась их первая встреча с Джимом. Свон выжил в потасовке, но восстание дорого ему обошлось.
Его шахта лежала в руинах, в бою он потерял руку и лишился нескольких близких друзей. Рори больше нечего было делать на Майнхофе, и он присоединился к рейдерам Рейнора. С той поры Свон стал душой Гипериона, в буквальном смысле. Его ценят не только за то, что он собирает уникальное оружие и держит на ходу старый корабль повстанцев, но и за мудрые советы, которые он нередко дает команде. Соратникам Рейнора на их нелегком пути приходилось несладко, однако оптимизм Свона не давал бойцам пасть духом. Рори никогда не забудет, что сделал для него Рейнор, и будет обязан ему жизнью до конца своих дней. А потому его вера лидеру повстанцев всегда оставалась нерушимой, даже в моменты, когда другие сомневались. Пожалуй, главное, чему научила Свона работа шахтером, это то, что без веры в товарищей не пережить трудные времена. А главное, чему научил рейдеров Свон, нельзя судить о планете по одной лишь поверхности. Главной целью повстанцев была борьба с диктатурой правящего режима Доминиона, который олицетворял все грехи Старой Конфедерации, той самой, против которой Арктур Менгск так отчаянно воевал. Какое лицемерие. Джим при каждой возможности старался донести до народа, насколько самовлюблен и тлетворен их любимый император. Борьба с несправедливостью Доминиона была еще одной причиной, удерживающей Рори рядом с Рейнором. Будучи непревзойденным механиком, Свон в первую очередь разобрался с дефектом, полученным еще во время восстания, а именно заменил оторванную левую руку на металлический протез. Причем его он сделал максимально функциональным и ориентированным именно для проведения инженерных работ. То есть это не стандартная замена руки с традиционной кистью, а полноценный манипулятор. Кроме того, Рори оказался еще и заядлым фанатом боулинга. И даже хотел организовать в арсенале Гипериона нечто вроде клуба, куда активно агитировал записываться других людей. Он, смотрите, какие листовки развешивал. Но то ли Рейнор не одобрил это мероприятие, то ли участников мало собралось. В общем, дальнейших подробностей мы не узнали. В игре не показали, в книгах тоже не упоминали, поэтому реализовал ли Рори свою мечту, осталось неизвестно. На определенном этапе к команде примкнул килмариец Мило Качински. Он со своим братом Виктором были талантливыми инженерами и собирались создать независимую инженерную корпорацию по разработке космических судов с системой навигации, основанной на искусственном интеллекте, самой передовой из существующих. Однако у Доминиона были свои планы на этот счет. Менгск подослал призраков, которые устранили Виктора, а мастерскую чертежами разграбили. Мило, пылая праведным гневом, обратился к дяде Абраму Качински, главе гильдии Келаниса, чтобы тот уговорил руководство Келмарийского синдиката вмешаться. Но ситуация была щепетильной, и синдикат находился не в том положении, чтобы вступать в открытый военный конфликт с Доминионом. Понимая, что дома он не найдет поддержки, Мило отправился на поиски Рейнора, так как, согласно новостным сводкам, только у этого повстанца хватало духу противостоять Доминиону. Так, собственно, Мило попал к рейдерам. История молодого паренька вызвала сочувствие со стороны команды, и они отдали должное его решимости отказаться от сытой и спокойной семейной жизни на море и выступить против Менгска. Прониклись к нему все, кроме Рори. У Свона еще пылали воспоминания о восстании на Майнхофе и то, как с ним обошелся синдикат. А потому он не спешил так быстро доверять очередному килмарийцу и даже яростно спорил с Рейнором относительно принятия Качински в команду. Однако со временем и он растаял. Внутри этого ворчуна по-прежнему спрятано доброе сердце. К тому же паренек оказался очень находчивым, а это не могло не вызывать уважения. В итоге Рори смягчился настолько, что даже поручил Мило руководить отделом роботостроения в Центре военных разработок Гипериона, и они стали весьма хорошими товарищами. Но кого Рори уж действительно любил, так это Аннабель Тэтчер. Девушка была с рейдерами Рейнора с самого начала, она одной из первых пошла за Джимом и была в команде инженеров-техников, когда те очищали Гиперион от средств слежения после его угона в 2500 году. Она была умна, сообразительна, жизнерадостна и, самое главное, исполнительна. Когда Рори стал главой их инженерной команды, то всегда мог положиться на Аннабель и знал, что девушка, будучи преданной делу, обязательно выполнит задачу, а зачастую даже без лишних вопросов. Он относился к ней как к дочери, хотя сама Аннабель скорее воспринимала его как сурового дядю.
Свон действительно любил поворчать, но это всегда было не со зла. И эта комбинация внешней суровости и внутренней доброты очень нравилась Аннабель. Был у Рори еще один близкий товарищ по имени Билл Бускет. Он являлся главой особого инженерного корпуса КСМ при рейдерах Рейнора. И эти ребята были настоящими мастерами своего дела. Они выполняли объемы работы, которые в 7-8 раз превышали аналогичные показатели у доминионских подразделений. При этом жалование было в 3 раза меньше. Бускет со Своном познакомились, когда после очередной авантюры рейдеров Гиперион нуждался в тщательном ремонте. Джим нашел ребят, которые имели большой опыт полевой работы, и им были не страшны даже горячие точки. Сам Билл проводил сварочные работы на одном из гелионов прямо под огнем стрелкового оружия. Когда Рейнер это увидел собственными глазами, то понял, что это именно те ребята, которые ему нужны. Общие интересы в инженерном деле и ремонтных работах сблизили Билла и Рори, и они нередко любили посидеть в баре за кружечкой другой и повспоминать о былых временах. За одной из таких бесед, между прочим, Рори признался, что был женат, даже не единожды, но сейчас его сердце вполне свободно. Тем временем события двигались ко Второй Великой войне. Сектор Капрулу наводнили зерги, Доминион мобилизовал войска, а старый приятель Джима Тайкус Финдли свел рейдеров с Мёбиусами, чтобы те помогли последним в поиске артефактов. Рейнеру отчаянно требовались кредиты, а потому выбор был невелик. Войну с режимом Минска никто сворачивать не собирался, но теперь нужно было еще не попасться в лапы зергов. Да и на большинстве планет, куда они отправлялись за артефактами, их встречали воинственные протоссы, которые не горели особым энтузиазмом отдавать свои реликвии. В целом жизнь стала очень насыщенной, и у Свона, само собой, прибавилось работы. В условиях колоссальной нехватки ресурсов приходилось идти на ухищрение, и тем не менее Рори находил лазейки. В основном это касалось закупки оружия и технологий. Многие улучшения он разрабатывал самостоятельно. В других случаях он брал на себя более непосредственную роль, обеспечивая поддержку и подкрепление через десантные корабли специального назначения, поставляя провизию, оборудование и технику на поле боя, координируя работу инженерных групп. Свон немножко консерватор и, кстати, очень уважает личное пространство. Что касается арсенала, то его он считает вообще своей вотчиной. А потому, когда на Гиперионе появились спасенные колонисты с Агрии, это немного нервировало Рори, особенно когда те начинали бесконтрольно шастать по его мастерской. Также он весьма подозрительно относился к Габриэлю Тошу, которого считал мутным типом с неизвестным прошлым. Да и все эти его навыки типичного киллера-призрака вызывали не то что обеспокоенность, а можно сказать настоящий страх. По мере выполнения поставленных задач Рори снабжал рейдеров все новыми видами техники и боевых единиц, среди которых мародеры, насадные танки, голиафы, банши, викинги и так далее. Особым его достижением была переработка Одина, на базе чертежей которого он собрал более компактных, но значительно более дешевых торов. Без заслуг Свона даже тяжело представить, насколько эффективной была бы боеспособность рейдеров Рейнора. В ходе одной из миссий им пришлось посетить планету Майнхоф, которая была охвачена эпидемией зерговского вируса. На Рори сразу нахлынули воспоминания, сколько всего пришлось пережить. Никогда не думал, что сможет вновь сюда вернуться. Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Ах, сколько наших надорвалось на этих карьерах. Килмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если бы ты тогда не появился... Твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэттом, мы были рады помочь. Когда произошел пресловутый скандал из-за того, что Джим присоединился к Валериану в кампании на Чаре, среди многих повстанцев, и особенно Мила Качински, проскучила мысль о предательстве Рейнора. Предательстве всех тех идеалов, за которые они сражались. Теперь они сами оказались на побегушках у Доминиона. Этот бунт активно поддержал Тайкус Финдли, заметив, что в этом весь Рейнор. Пока ему выгодно, он с вами. Когда нет, он просто вас бросит.
Рори категорически выступил против таких утверждений и призвал присутствующих доверять своему лидеру. Они всем многим ему обязаны. Бывают трудные времена и трудные решения. Чего они сами стоят, если при первой же возможности готовы отвернуться от своего командира? Между Рори и Тайкусом произошла драка, которую, впрочем, быстро прервал появившийся Рейнер. Он весьма филигранно утихомирил громилу в броне CMC и помог Рори подняться на ноги. Касательно их временного союза с Доминионом, он сообщил, что нейтрализация королевы клинков сейчас является первостепенной задачей, и не будет никакого смысла в революции, если зерги поглотят весь сектор. Также он дал право выбора. Кто не согласен с его решением, могут покинуть Гиперион. Речь была весьма воодушевляющей. Даже Качинский признал. Вот это слова настоящего командира. Довольны? То, что дальше происходило на Чаре, наверное, было самым тяжелым испытанием для рейдеров, да и самого Рори в частности. Сначала при подлете к планете Гиперион уже подвергся атаке зергов. В то время, когда Джим с войсками десантировались на поверхность, Свон со своей инженерной командой занимались латанием дыр на корабле. Когда возникла необходимость в сдерживании наземных сил зергов, Тайкусу пришла в голову мысль избавиться от червей Нидуса. Генерал Ворфилд предложил лучших бойцов из своего подразделения, но Джим сказал, что много людей в туннелях создадут лишнюю давку. У него есть команда проверенных спецов, и их будет вполне достаточно для установки взрывчатки в ключевых точках. Таким образом, Рори пришлось самому отправиться на поверхность планеты и залезть в модифицированный скафандр мародера, чему, честно говоря, он сам был не очень рад. Вот что, Джимми, если надо что починить, обращайся. А вот это вот ползание по пещерам не мой вид спорта. Это была почти суицидальная миссия. Команда состояла лишь из 4 человек, собственно Рейнера, Финдли, Стэтмана и самого Свона. У каждого была конкретная роль. Иган отвечал за физическое состояние отряда, оказывал первую помощь при необходимости, а также собирал образцы, если появлялась возможность. Тайкус сосредотачивал на себе основное внимание, долбил из пулемета, параллельно накрывая зергов гранатами. Джим, как и следует лидеру, координировал действия группы, наносил точные прицельные удары по скоплению живой силы противника. Ну а что касается Рори, то он как раз снес заряды взрывчатки, прикрывал друзей залпами с гранатомета, монтированного в правой руке, а также имел в распоряжении мобильную самораскладывающуюся турель, которую он ласково называл Огненной Бетти. И между прочим, она очень помогла команде, вытанковывая громадный урон и прикрывая отступление рейдеров. Миссия завершилась успешно, туннели с червями были затоплены лавой, а команде удалось живой выбраться на поверхность. Еще одна причина для праздничного тоста, подумал Свон. Смотри, как красиво все рушится. У меня аж сердце радуется. Все потуги Джима оказались не напрасными. Артефакт действительно позволил дестабилизировать зергов, а Сару Керриган превратить обратно в человека. На этом этапе рейдеры попрощались с мистером Финдли. Тайкус сделал свой выбор, а Рейнер свой. Но уйти в закат со своей любимой, о чем он давно так мечтал, не вышло. Арктур был с самого начала в курсе военной кампании Валериана и следил за ходом операции, надеясь, что либо зерги с рейдерами перебьют друг друга, либо Тайкус закончит то, на что Джиму не хватит духу. Ситуация пошла не по сценарию, но Менск не был бы Менском, если бы не имел запасные козыри в рукаве. Огромный флот Доминиона во главе с крейсером «Белая звезда» атаковал позиции Валериана и Рейнера на орбите. Требования были весьма простыми. Арктуру нужна была Керриган, но его сын категорически отказался отдавать Сару. Гиперион и Буцефал подверглись мощному обстрелу, и лишь благодаря находчивости повстанцев им удалось улизнуть. Но куда бы они ни совершили варп-прыжок, Доминион следовал по пятам. Наконец дошло осознание, что тому виной жучки, расставленные по всему Буцефалу, что позволяло императору легко отслеживать положение его бывшего флагмана. Для инспекции устранения этой заразы Джим привлек Свона, а тот в свою очередь взял Аннабель и Эрла, специалиста по нанотехнологиям. Они начали с инженерного отсека корабля, работали быстро, но процесс все равно был непростой, да и флот Менгска продолжал преследовать мятежников, и Валериан постоянно терял сопровождающие его корабли с каждым боем.
В итоге было решено укрыться в мертвецком порту и попросить помощи у Миры Хан. Несмотря на то, что это была его идея, Мэтт Хорнер был не в особом восторге, что опять приходилось обращаться к наемнице, особенно учитывая их специфические отношения. Да и Свон был против такого плана. Но на тот период времени это казалось наиболее мудрым решением. Затеряться в трущобах захолустной планеты, полной головорезов и убийц, было ключом к спасению. Доминион не имел власти в этой области, да и штурмовать пиратскую планету теми силами, что имелись тогда у Арктура, он не мог. Шанс выжить под прикрытием Миры все же был, и его нельзя упускать. Гиперион и Буцефал приземлились в порту. Чтобы не привлекать лишнего внимания, под руководством Свона части корпусов крейсеров были сняты и сварены с другими, чтобы создать впечатление, что это лишь сгоревший остов. Для усиления иллюзии на борт обоих кораблей были навалены кучи обломков и мусора. Парни Миры, которых она направила в помощь, справились с маскировкой прекрасно. Вот только у самого Рори сердце кровью обливалось от такого вандализма. Пока Рейнер, Хорнер и Валериан осматривали окрестности и вели дипломатию с Мирой Хан, Свон остался на Гиперионе за старшего. Сидел, так сказать, на шухере, на случай непредвиденных обстоятельств. И эти обстоятельства не заставили себя долго ждать. Люди, которых прислала Мира и которые якобы должны быть верными ей, предали мисс Хан. Они напали на Хорнера, Рейнера, Валериана и прибывшего на встречу с ними доктора Эмилиана Руда. Последний, как специалист в области физиологии зергов и протоссов, нужен был, чтобы помочь Керриган восстановиться и избавиться от остаточного чужеродного мутагена в ее организме. Не последнюю роль в этой авантюре сыграло предательство бармена Купера с Гипериона. В какой-то момент он решил переметнуться на сторону Императора, и пока была возможность, продолжал шпионить для Доминиона. Именно он слил данные о их местонахождении Гэри Крейну, лейтенанту Миры Хан, который и поднял бунт против нее. Параллельно атаке подверглись замаскированные крейсеры. Свон сразу поднял тревогу и связался с капитаном Буцефала мистером Эвереттом Воном. Но тот предположил, что это просто разборки местных банд, а мусор, которым прикрыты их корабли, лишь случайно попал в поле действия орудий. Рори вспылил в свойственной ему манере и велел срочно поднимать корабли в воздух для отражения атаки. Но Вон ответил, что и пальцем не пошевелит без приказа Валериана. И только когда ситуация обострилась и на связь вышел сам принц, капитан Буцефала задергался. На них напали 11 миражей и 6 викингов. Не сказать, что уж слишком большая угроза, но крейсеры были изрядно потрепаны предыдущими сражениями. Свон на мостике в неистовстве отдавал команды. Гипериону удалось вырваться, прорвать блокаду и выйти на орбиту, но там их уже поджидала еще эскадрилья миражей и линейный крейсер наемников. Церемониться времени не было, а потому Рори приказал жахнуть по нему из Ямато. Присоединившийся чуть позже Буцефал закончил эпическое противостояние. В свою очередь Мира была в ярости из-за предательства, да и к тому же в ходе перестрелки был ранен Мэтью. Она выдвинулась со своими людьми на подмогу и выделила транспортник для эвакуации рейдеров и Валериана к точке сбора. Последним, включая и Эмилиана Руда, не без приключений, но удалось выжить и добраться до Гипериона, после чего оба крейсера совершили варп-прыжок. Саре по-прежнему нужна была помощь, ее состояние оставалось нестабильным. Кроме того, к ней возвращались псионные способности, которые она не всегда могла контролировать. Ее пичкали транквилизаторами, чтобы утихомирить, но требовалось полноценное обследование, и лучшего оборудования, чем на секретной станции фонда Мёбиуса под названием Прометей, не найти. Станция находилась в поясе астероидов под названием Пояс Киркегарда и была достаточно хорошо спрятана. Наруду уже не терпелось вплотную заняться Керриган. Тогда же он и Стэдману вскружил голову большими перспективами работы на станции и даже пытался переманить юношу, чтобы тот бросил рейдеров Рейнера. Но Иган оказался крепче и предпочел отказаться от столь щедрого предложения. Когда подозрения среди команды начали нарастать и они поняли, что на станции что-то не так, да и мотивы Наруда выходили далеко за банальную помощь Саре, глава фонда Мёбиуса начал действовать более агрессивно. Перед этим на борт линейных крейсеров были отправлены ремонтные бригады Мёбиусов, но под видом ремонта они, естественно, провели диверсии. Начали истощать энергетические ячейки и блокировать связь с внешним миром.
Хорнер заподозрил, что сенсоры корабля начали сбоить, и спросил Рори, не может ли это быть связано с ремонтом. Тот пообещал выяснить, а пока была отдана команда прекратить все работы. Это вызвало неодобрение со стороны Мёбиусов и даже переросло в перепалку. Рори в этом, кстати, мастак. Тем временем на сканере появилось множество объектов, которые входили в пояс астероидов и стремительно приближались к базе. Это был Менгск-старший. Мэтт приказал Аннабель взять группу техников и попытаться незаметно отключить приборы, установленные Мёбиусами, пока те заняты спорами с Рори. На самой станции и Рейнер, и Валериан, и Керриган с Иганом подверглись нападению. Уже никто не скрывал своих истинных мотивов. И принц был очень разочарован в своем, как он считал, верном докторе Наруде. Тот тайно работал на его отца и все это время водил Валериана за нос. На Гиперионе удалось нейтрализовать саботажную команду фонда, а Свон начал трудиться над налаживанием связи с Буцефалом и Рейнером. Тем временем Менгск, зная, что Джим и Сара все еще находятся на станции, открыл огонь из всех орудий по Прометею. Там творился сущий ад. Хорнер хотел выиграть время и отвлечь внимание Менгска на Гиперион. Он приказал Свону перевести всю мощность корабля на щиты, при этом расширив их насколько это возможно, чтобы прикрыть и Буцефал, и эскадрилью Миражей, которые тот направил на армаду Императора. Рори также удалось наладить связь с Рейнером. Для эвакуации со станции к ним был направлен десантный катер Фанфара, на который Аннабель предварительно установила оружие. Народ пытался с бойцами корпуса Мёбиуса и артефактом Зелнага убежать на другом транспортнике. И недалеко от посадочной платформы разгорелась настоящая битва. Фанфара открыла огонь по судну Наруда, отчаянно пытаясь не дать тому уйти. Между тем на самой платформе ситуация была не менее жаркой. Отход их лидера прикрывали другие бойцы фонда Мёбиуса. Они блокировали Рейнера, Игана и Валериана, а Сара Керриган тем временем была занята схваткой с гибридом. В конечном итоге Наруду удалось сбежать, но зато Фанфара прикрыла рейдеров на платформе, изрешетив гибрида и оттеснив морпехов. Времени было мало, и Керриган в порыве ярости высвободила псионную ударную волну, которая уничтожила оставшихся морпехов. Те падали как костяшки домино, путь был свободен. Обессиленную Сару подхватил Рейнер, и они все вместе забежали на борт транспортника. Но уже на пути к Гипериону Джиму открылась ужасная правда. Аннабель. Она тоже была на Фанфаре. Девушка вызвалась быть в составе эвакуационной команды, и к тому же хотела проверить работу орудия, над которым она так долго трудилась. Псионная волна, выпущенная Сарой, достигла не только морпехов, но и Фанфары. Аннабель оказалась в той части корабля, которая как раз попала под действие. Карие глаза девушки были широко открыты. Кровь текла у нее из ушей, носа и рта, будто алые слезы. Открытых ран не было, но ее мозг был уничтожен. Потеря Аннабель очень сильно отразилась на команде Рейнера. Особенно страдал Рори. Он до конца не мог поверить в это. И хотя знал, что это несчастный случай, что Керриган не хотела, он не мог перестать винить ее в смерти своей любимой коллеги. Джиму тоже было паршиво, а сама Керриган и вовсе замкнулась в себе. Она монстр. Именно так, какой ее назвал Арктур. Вокруг нее лишь смерть и разрушение. Возможно, Джиму действительно следовало позволить Тайкусу застрелить ее. Поскольку Прометей был уничтожен, нужно было найти другое место, где Саре смогли бы оказать помощь, и заодно оценить ее текущий псионный потенциал. У Валериана были хорошие связи с Умоджей, и он договорился доставить Сару на их научную базу ИБ-103. Джим было воспротивился, они и так достаточно пережили на Прометее, чтобы сейчас отправляться на очередную станцию для опытов. Но тут в спор с ним вступила уже вся команда, включая Хорнера и Свона. Керриган опасна для окружающих в таком состоянии, и Рейнер это сам понимал. В конце концов, он нес ответственность за весь экипаж. Как не было тяжело, но он согласился. На Умаджанской станции рейдерам удалось продержаться чуть дольше, чем на Прометее. Сказывались тяжелые повреждения, которые те нанесли флоту Арктура. За этот период ученые успели провести некоторые тесты, в том числе выяснить, насколько Керриган сохранила способность манипулирования зергами. И тут все оказалось очень даже хорошо.
Они, как и раньше, были весьма податливы. И Сара даже позволила себе показать, насколько они могут быть ужасными и смертоносными, несмотря на все протоколы безопасности. Пока службы устраняли последствия беспорядка, устроенного зергами, до базы добрался Менгск-старший. А дальше все развивалось очень быстро. Рори, Хорнер и другие члены рейдеров Рейнера находились на Гиперионе, но вот сам Джим застрял с Сарой на станции. В конечном итоге Керриган удалось прорваться до транспортника, а вот бывшего шерифа Марсары схватила агент Нова Терра. Известие, что Джим оказался в лапах Доминиона, подорвало моральный дух рейдеров. Керриган так и вовсе была в бешенстве. И хотя Хорнер пытался убедить ее, что они вернут Джима, но не сейчас, придется пока отступить, Сара пошла своей дорогой, которая вновь заставила ее стать королевой клинков. Мэтт с Валерианом тоже время не теряли. Чтобы узнать точное месторасположение тюремного блока, где держали Рейнера, требовалось взломать защищенную сеть Доминиона. На это был способен лишь полковник Орлан, который находился под арестом у Миры Хан. И тут получилась забавная ситуация. Орлана Мира обещала выдать только по требованию Рейнера. Никому другому, даже своему любимому Мэтью, она его не отдаст. Но вот чтобы вернуть того самого Рейнера, требовался Орлан. Замкнутый круг. Ну и раз Мира не захотела по добру по здорову сотрудничать, сейчас единственным выходом виделся только силовой метод. Гиперион штурмовал ее космическую станцию. Как только Свон узнал, что у них есть реальный шанс спасти их бравого ковбоя, то заявил, что он в лепешку расшибется, но доведет дело до конца, и никакие наемники не станут помехой. Рори давал тактические советы, пока крейсер прокладывал путь через астероидное поле, окружающее базу Миры. Также он оптимизировал варп-драйв для осуществления коротких прыжков, для лучшего маневрирования, и откалибровал орудие Ямато. Им тоже пришлось часто пользоваться при штурме. В итоге база была разбита, Мира признала превосходство Хорнера, а Орлану удалось взломать сеть Доминиона. И согласно полученным данным, Джима держали на тюремном корабле Морос. Там уже действовать начала королева клинков. Джима спасли, и финальные приготовления для штурма Кархала тоже были выполнены. Хоть Рейнер и был в бешенстве от того, что Сара с собой сотворила, все равно в финальной битве поддержал ее. Император был уничтожен, а весь груз по восстановлению Кархала лег на плечи Валериана. Но после этого поворотного момента Доминион резко взял курс на либерализацию. И Свону, как и всем остальным рейдерам, хотелось верить, что это надолго, что это не очередная авантюра Менгсков, что Валериан действительно полная противоположность его отца. Между тем, укрепление Доминиона требовало наличия компетентных людей, и лучшего кандидата на руководящую военную должность, чем закаленный в бесчисленных боях Рейнер, было не сыскать. Сам Джим уже по горло был сыт всей этой командирской чепухой. Он надеялся, что после свержения Арктура сможет наконец уйти на пенсию, но вызовы, которые стояли перед тиранами, заставили его вновь сесть в седло. Пророчество Зелнага об Амуне продолжало воплощаться в реальность. Корпус Мёбиуса сошел с ума и начал повсеместно атаковать позиции Доминиона на разных планетах. Активизировались гибриды. Под контроль падшего Зелнага попадали как зерги, так и протоссы. Вселенский апокалипсис был в самом разгаре. Валериану отчаянно требовалась помощь, к тому же людей, которым он может доверять. А рейдеры Рейнера уже неоднократно доказали как свою отвагу, так и преданность общему делу. Они уже не были повстанцами, преступниками, которых постоянно очерняют СМИ. Наоборот, они стали чуть ли не первыми лицами в государстве. Артефакт, тот самый ключ, который вернул Керриган человеческий облик, имел много интересных свойств, одним из которых была возможность открытия доселе невиданной области в пространстве времени – колыбели Зелнага, Ульнара. Иерарху Артанису и той небольшой горстке протоссов, что сохранили здравомыслие, нужен был ключ, а последний хранился на Кархале. Когда в 2506 году копье Адуна достигло столицы Доминиона, протоссы стали свидетелями ужасной бойни. Артанис помог Рейнеру отбиться от гибридов и корпуса Мёбиуса, но потери были чудовищными. И это при том, что планета еще не отошла от предыдущей войны с Роем.
Рори Свон был ответственным за переправку артефакта Протоссом. Также он передал их фазовому кузнецу Караксу все известные данные о народе и, собственно, ключе и его свойствах. А что касается Артаниса, так и вовсе вышел на прямую связь через камлинг. Здравствуйте, ваше высочество. Никогда до этого не говорил с Протоссом. Если я что-то и узнал от командира Рейнера, Рори Свон, так это то, что наши народы похожи. Я слушаю тебя. Ладно. Итак, артефакт, ваш ключ уже у вас. Сейчас мы передаем данные вашему инженеру. Передай мою благодарность командиру Рейнеру. Непременно, шеф. Шеф? Рори действительно чувствовал себя неловко и догадывался, что Рейнер, наверное, специально именно его направил на переговоры, чтобы лишний раз пранкануть. Меж тем, с отбытием протоссов проблемы не ушли. Повсеместно происходили стычки с талдаримами, гибридами, порабощенными ими зергами и тиранами. Сектор Капрулу пылал, свободных рук не хватало. Дошло до того, что не только Рейнеру и Хорнеру пришлось командовать подразделениями, но и самому Рори брать на себя ответственность за сотни тысяч людей. Это невероятно его изматывало. Рори Свон не любил командовать, он предпочитал работать не с людьми, а с инструментами и не боялся испачкать руки. Ему нравилось ремонтировать технику, ковыряться в железяках и общаться, максимум с небольшой бригадой подчиненных, как было на Гиперионе, к примеру. Но тут... Отчаянные времена требуют отчаянных действий. Подразделения Свона комплектовались гелитронами, голиафами, осадными танками, циклонами, миражами, научными судами, торами и даже нашлось место транспортникам габаритов Геркулеса. Кроме того, Рори был любителем всяких турелей. Погибель, разрывные, ракетные турели – все это размещалось в ключевых местах и сразу приводилось в действие, как только противник появлялся на горизонте. Ну и вишенка на торте, Свон адаптировал дракенскую лазерную установку для нанесения сокрушительного урона противнику. Она уже доказала свою эффективность на планете Ксил при добыче артефакта Зелнага, и немало талдаримов тогда пострадали от нее. Почему бы не использовать эту крошку и против гибридов? Как видим, в целом Свон полагался исключительно на технику в своих подразделениях, и пехоты, вроде морпехов или головорезов, у него в подчинении не было. А вместо живого десанта использовал боевых роботов АРС. Кроме того, он оптимизировал производственные процессы, сократил время развертывания базы, постройки боевых единиц, внедрил улучшения вроде протокола бессмертия, позволяющего торам и танкам самовосстанавливаться на поле боя, запустил автоматические сборщики Веспена, разработал лабораторные реакторы, объединяющие в себе преимущества обоих пристроек, и сделал еще много чего интересного. Благодаря напору целеустремленности и изобретательности Свона удалось отбить у врага не одну колонию. И граждане Доминиона гордятся, что у них даже инженеры способны на великие военные подвиги. Данных о том, участвовал ли Рори в финальной битве против Амуна, нет. Но учитывая, что Гиперион вместе с другими тиранскими силами отправился в пустоту, намекает на то, что здесь не могло обойтись без Свона. Вряд ли бы он бросил Рейнера в такой ответственный момент. Да и латать корабль от повреждений кто-то должен. А в этом деле лучшего специалиста, чем ворчливый добряк, не найти. Когда с падшим Зелнага было покончено, галактика вздохнула с облегчением. Между тремя расами, зергами, тиранами и протоссами, был заключен мирный договор. Все стали зализывать раны. Свон радовался, что наконец сможет оставить военное командование и вернуться исключительно к инженерным делам. Мэтта Хорнера Валериан возвел в ранг адмирала и поручил ему командование флотом Доминиона. По совместительству он стал самым доверенным лицом императора. Рейнер отошел от дел и тосковал о своем прошлом. Он, конечно, радовался, что война, диктатура, вселенский апокалипсис закончились, но это стоило ему самого ценного – Керриган. Прошло 2 года с момента победы над Амуном, и вот однажды, сидя в любимом баре у Джарея на родной Марсаре, он услышал позади знакомый голос. Когда дверь отворилась, все помещение залило лучезарным светом, внутри которого просматривались очертания столь знакомой девушки. Как насчет убраться отсюда, ковбой?
Черт. Давно пора. После этого Рейнера никто не видел. Он как будто испарился. Дальнейшая его судьба полна загадок. Как отреагировали близкие соратники на его пропажу, тоже не описывается. Но скорее всего невероятно тосковали. Хотя, возможно, многие из них думали, что Рейнер просто отправился в самовольное изгнание, привести мысли в порядок и найти себя. И надеялись, что их старый добрый командир когда-нибудь вернется. Меж тем в Доминионе не все стало так гладко, как хотелось бы. Существовали воинственно настроенные противники политического курса Валериана. Они ностальгировали по жестким временам Арктура Менгска и считали, что лишь сильная рука способна спасти тиранов. К таким группировкам относились защитники человечества. Ими руководила генерал Каролина Дэвис, старая соратница Менгска-старшего. Она хотела отстранить Валериана от власти и дискредитировать его в глазах общественности. А для этого искусственно создала конфликт между тиранами и талдаримами. И к тому же использовала пси-излучатели, чтобы привлечь диких зергов на беззащитные миры. На планете Борея существовала военная база Доминиона, и для обеспечения ее передовыми технологиями главный инженер Рорис Вон основал поблизости исследовательский центр по разработке экспериментального оружия. Когда дикие стаи зергов атаковали Борею, для защиты базы была привлечена агент Нова Терра. Учитывая ландшафт и специфику боевой операции, Свон экипировал Нову прыжковым ранцем, сделав ее более мобильной. Когда неисчислимые волны зергов атаковали его оружейную лабораторию и стало очевидным, что ее не удержать, Свон попросил Нову спасти его людей в обмен на любое оружие, которое она найдет внутри. Во время нападения на доки Цероса, где осуществляются ремонтные работы крейсеров класса Гаргона, генерал Дэвис завладела экспериментальной боевой машиной под названием Ксанф. Нова вступила в противостояние с генералом, а адмирал Мэтт Хорнер прибыл на Гиперионе с подмогой. В ходе боевых действий крейсер Мэтта был поврежден, и Рори со своей командой в спешке взялись за ремонт Гипериона, как в старые добрые времена. Кто-нибудь найдите спот. Надо подлатать корабль. Сопротивление защитников человечества было сломлено. Генерал Дэвис ликвидирована. Но вот Нова осознала, что не хочет больше быть бездумной марионеткой на побегушках у властей. Пусть Валериан и не такой, как его отец, но ей надоело, что кто-то постоянно дергает за ниточки. Она будет и дальше стоять на страже благополучия Доминиона, но действовать своими методами. В конечном итоге император позволил ей уйти. На этом история Свона завершается. Он не фигурировал в книге «Эволюция», описывающей события 2511 года, хотя Гиперион там упоминается. Скорее всего, Ворчун просто остался за кадром и по-прежнему трудится в оружейном арсенале любимого крейсера. Все так же тоскует по Аннабель и старому ковбою Рейнеру. Хорошо, что под рукой есть железяки. В конце концов, механик без них, как рыба без воды. Спасибо зрителям за внимание, спонсорам за финансовую поддержку. Берегите себя, и мы обязательно увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч!